Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, как и обещал в ролике с нуля до према за 24 часа гайд на использованный мною морозный посох. Но прежде, чем мы перейдем к билду, примерам и разборам побед и поражений, сразу хочу сказать вам о 3 нюансах, которые вы должны учитывать перед тем, как начать играть на фростах. Во-первых, это очень пингозависимый вид оружия, и если у вас плохой интернет или игровой девайс, играя на которых или в сочетании вышесказанных факторов у вас происходит то, что сейчас вы видите на экранах, это точно не ваша ветка оружия. Кто я такой, чтобы решать, на чем вам играть и как вам убивать свои нервные клетки? Потому перефразирую, как минимум я бы рекомендовал вам подумать трижды, чем решиться на такой стиль игры с кучей лагов и подвисаний. Во-вторых, я бы не рекомендовал его брать первым видом оружия для новичков в игре. Морозные посохи требуют понимания игры в целом, не только на что годятся наши кнопки, а и на что способны кнопки противника и как мы можем им противодействовать. Плюс базовое понимание позиционки, понимание кайтинга и сохранение расстояния между нами и нашим оппонентом. Кого и когда мы сможем раскайтить, а кого и когда лучше скипнуть. Я не утверждаю, что я гуру или скилловая киберкотлета. Просто совет от игрока для игроков, которым просто хочется поиграть для интереса и удовольствия. В-третьих, если вы решили врываться в крafты на следопыте, нам нужны мастерки. Натушки – это голова, тело, ноги от 60 уровня. Сам морозный посох был у меня нулевого уровня, и мне было сложно. Начиная с 30 уровня мастерки, стало немножко полегче, и я смог результативно отыгрывать на нем. Потому с 55-60 уровня мастерки посоха я бы рекомендовал вам врываться в данную активность. Ну и в завершении сильные и слабые стороны морозного посоха. Из плюсов – доступная стоимость билда 180-220к. Много контроля в виде замедлений, станов и обездвиживаний. Высокая мобильность и вариативность отыгрыша. Многофункциональная Е-способность. Из минусов с Ешки можно выбежать при плохой реализации или высоком скилле противника. Высокая энергозависимость, из-за чего при бездумной игре быстро высохнем по энергии. Посох боится клинча с противником. Пожалуй, это все из базовых нюансов для новичков. Всем позитивного времени суток. Вы на канале Evil, устраивайтесь поудобней и мы начинаем. Хотел бы дополнить ранее сказанное еще одним нюансом. Наши противники писать нам будут часто и много. И неважно, выиграли вы или проиграли, к сожалению, YouTube за вежливость, потому показать могу только один пример из всего полученного в свой адрес, в силу его относительной вежливости. Как минимум, в таких сообщениях будет содержаться смысл, что игровой стиль фростов присущ лицам нетрадиционной ориентации. Как всегда, стартуем со знакомства с билдом и нужными способностями. На Q – волна холода. Способность имеет большой хитбокс, из-за чего ей легко попадать по противникам. Также замедляет их на 4 секунды на 20%, что позволяет нам удерживать дистанцию с противником. При ПВП способность по умолчанию, с которой начинаем искать нашего противника. Хорошо подходит для гайда. При ПВЕ зачистке и скипе помогает быстрее убивать пачки мобов за счет урона по площади. Имеет дистанцию применения в 16 метров и откат в 3 секунды. Альтернатива укус стужи. Используем в ПВЕ на боссах с сундуками. В ПВП хорошо подходит против зеркала и кайт билдов за счет увеличенного расстояния на 2 метра, что составляет 18 метров. Также при каждом попадании стакает на противнике укус стужи. При 3 стаках укуса на противнике они снимаются, а противник оглушается на 1 секунду. Из минусов имеет время сотворения, что будет задерживать нас на одном месте ненадолго. И имеет меньший хитбокс, из-за чего нам будет сложнее попадать по противнику. На W по умолчанию всегда берем в PvP ледяная нова, что позволяет нам телепортироваться в указанную точку, мгновенно разорвав дистанцию с противником. Также сможем выпрыгивать из Е способностей противникам. В момент телепортации противники, что будут находиться в радиусе 3 метров, будут оглушаться на 1 секунду с небольшим. Тем самым мы сможем сбивать каст способностей противника. Также в момент прыжка получаем уязвимость на 0,2 секунды, благодаря чему сможем доджить урон Е способностей противника. Из минусов не сможем прыгать через препятствия по типу стен, но это мелочи. Главное, прыгаем через ловушки и мобов. При ПВЕ зачистке мобов и боссов ставим луч мороза для ускорения процесса аннигиляции мобов. Из пассивных способностей по умолчанию ставим мороз, что после каждого 4-го произнесенного заклинания позволит нам обездвижить нашего противника на 1 с небольшим секунду. Имба против милишников, позволяя сохранять нам дистанцию. Хорошо помогает удерживать противников в ловушках, нанося таким образом дополнительный урон. В ПВЕ зачистках ставим энергичность, чтобы не проседать по энергии и сохранять темп. Е ледяной ветер наносит магический урон в зоне конуса перед собой, замедляя противников на 40%. А через 1 секунду
Нахождение в зоне ветра обездвижит противника на секунду с небольшим и нанесет дополнительный магический урон. Хорошо ловить и фиксировать противников на ловушках для получения ними дополнительного урона. На голову берем капюшон охотника из-за его универсальности. Способность ответный удар повысит наше сопротивление урону и будет возвращать в противника 85% урона в качестве магического в течение 3 секунд. Используем для контры противников, у которых на Е большой разовый урон по типу одноручного огненного посоха. Внимание! Не работает на зоны под ногами, что оставляет заклинания противника. По типу огненной артиллерии или Е лука Бадона. При встрече с противниками, у которых много контроля, по типу могильного молота или самострелов, ставим очищение, что можно применить при оглушении или безмолвии, сняв с себя эффект и выйти из области поражения или избежать большего урона. Энергетический щит используем при кайте, например, прочих фаеров по типу лесного, блейзы или зеркала и прочих видов оружия. Позволит нам восстанавливать 25% от уже потраченной энергии, а также даст нам щит на 3 секунды, что будет поглощать урон в себя, не нанося вреда столбцу здоровья. По работе схож со шлемом хранителя, только не снимает доты. Из пассивных способностей гармония разума для повышения урона и защиты. При желании потестируйте для себя находчивость, что увеличит скорость восстановления способностей. На тело берем мантию культиста со способностью левитация, что позволит нам восстанавливать 7,5% от нашего максимального здоровья и 5% от максимальной энергии каждую секунду в течение 4,5 секунд. Также повышает наше сопротивление урону. Применяем, отбежав от противника, либо когда противник сдал свою Е и прерывающая наш каст способностей. Из пассивных способностей ставим агрессию для повышения урона. На ноги берем любые латные ботинки со способностью омолаживающая пробежка, что увеличит скорость нашего передвижения и немного восстановит здоровье в течение 5 секунд. Из пассивных способностей берем устойчивость для повышения защиты и выживаемости. При перегрузке используем грузоподъемность, это после сражения. В левую руку берем туманный зов для ускорения времени восстановления наших способностей. Накидку города Люмхурста для восстановления энергии. Из еды амулет 7 тира для ускорения времени восстановления способностей и каста. Зелья используем большой эликсир здоровья 6 тира для восстановления здоровья, что наиболее эффективный при кайте. Из дополнений, как откроем, можем использовать морозное копье при встрече с зеркалом и схожими кайт-билдами в малом квадрате. Удобно будет использовать его, но тут нужно попрактиковаться и приловчиться ним попадать. Наносит хороший урон и режет сопротивление цели. Поговорим и о самом кайтинге. Попав в свой карапт или нас перенесет в карапт противника, неважно, зачищаем для себя квадрат от мобов, где будем кайтить, попутно просмотрев удобные подходы к кристаллам на случай необходимости скипа противника. Зачищаем от всех мобов, кроме арбалетчиков. Они могут нам помочь нанести урон противнику в определенных моментах. Как вы видите, меня закинуло к противнику в карапт, и первым делом я зачищаю квадрат, где мне удобно будет кайтить противника. А после уже смотрим, что за противник и будем ли мы с ним возиться. Касательно противников, мы принимаем бой с милишниками. Смотрим, стоит ли тратить время на кайт-билды. По сути, могу дать вам совет. Чтобы не тратить ваше время, я скипал Светоча в 100% случаев встреч с ним. Это просто убер-пушка, что, находясь в городе Люмхурсте, будет расстреливать сурков в Мартлайке. У посоха огромная дистанция, способности на все случаи жизни и огромный урон. Бегал я с таким до посинения, но так и не смог снизить его столбец здоровья ниже 600 хп. Он видит, что я беру верх, откачивает и ресетает бой. Я вижу, что не вывожу, также ресетаю бой. Но по итогу я нахватался дебафов от чертят, слился на ловушке, позволив себя подловить. Спасибо игроку с ником Торгаш за интересное и веселое сражение. Но после я просто стал скипать Светочей. Возможно, конечно, дело в том, что руки у меня золотые, но растут не из того места. И именно у вас получится щелкать Светочей, как орешки. В чем я и желаю вам удачи. А я их буду продолжать скипать. Так целей не только нервы, но и магний в банке. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up with
По сути, раскайтить можно любой класс, только не увлекайтесь. И не забывайте, что основная цель кайта — опустить здоровье противника, а затем добить его. Не нужно кайтить до старости, его или вашей. К тому же, чертята, что начнут появляться в кораптах и настакивать на вас дебаф, не позволят нам это делать вечно. Тут с Фаером я его смог подловить на ловушках и снизить его здоровье. Пережил арту, но забыл о том, что его Е успела откатиться, а моя Вшка нет. Ведь я сдал ее на то, чтобы догнать противника, за что и поплатился. Далее разберем пару побед, и я затрону в них также свои ошибки. Посмотрим все на примерах шеста и лесного пожара. Остальные примеры будут уже без моего голосового участия. Как только меня закидывает к противнику, я начинаю защищать себе квадрат. Но оказалось, что противник был рядом, вижу, что 6, и понимаю, что без кайта я его в клинче точно не заберу. Бегу сквозь мобов, пытаясь оторваться от противника, после чего начинаю защищать новый квадрат. И как только я завершаю зачистку, к нам подходит и оппонент. Еще раз проверяю его способности, что на нем взято сейчас. Начинаю движение и попутно даю тычку, чтобы ввести его в бой. Он делает разрез, врывается в меня, дает оглушение и затем подбрасывает меня. Напоминаю, что во время подбрасывания мы не можем использовать какие-нибудь способности, даже сейвы. Как только появляется возможность сжать кнопки, блинкуюсь, чтобы разорвать дистанцию и оглушить оппонента. Сдаю Е, но в никуда, поскольку засейвил сам же противника за счет срабатывания ловушки на отбрасывание. Взяв на заметку данный момент для дальнейших сражений. Противник вновь прыгает. Я на развороте разминаю его кухонами и отдаю сапоги. Только после того агрю мобов с желанием забайтить противника, сдать кнопки. Удачно развожу его на банку яда и обратку с шапки. Пока он стоит в ешке, его немного дамажат мобы. Помним слова про арбалетчиков. Разрываю дистанцию, противник сдает свои сапоги, и я блинкуюсь, приморозив его в надежде, что он получит от арбалетчика. Хилюсь с куртки и начинаю преследовать его. Противник отбегает, понимает, что дело пахнет далеко не фиалками, но там впереди мобы. На развороте пытается сдать в меня прокаст. Я сдаю в него Е, хоть меня и отбрасывает, но противник примораживается на месте, и он не может продолжать свой прокаст. Сдаю кухан и сейвлюсь шапкой, пока пережидаю КД кнопок. По мне успевает сдать пару тычек под наемником. Я вновь блинкуюсь, разрывая дистанцию. И противник остается без кнопок и сейвов. Начинает убегать, осознавая свою ситуацию. Решив засейвить себя ловушкой, в надежде, что я не смогу его добить. В таких случаях, перед началом добивания, вешаем на себя щит. И начинаем добивать противника, когда пролетит шар от ловушки. Противник с немалым запасом убийств уже не новичок и понимает, что к чему в ПВП. Лутаемся и отправляемся в следующий бой. Второй пример. С посохом лесного пожара вывожу противника к ловушкам и начинаю разминать его на них укусом стужи. В простонародье это по-другому называется. Противник нервничает и пытается отогнать меня артиллерией, думая, что я отошел или бегу, начинает прорываться сквозь ловушки, но я ловлю его своей Е. И он попадает в две ловушки. Я начинаю отбегать, разбиваю магмовую ловушку, он кидает в меня Е. Я же забегаю за отталкивающую ловушку. Она срабатывает и сейвит меня от Е способности противника. Вспоминаем мой косяк в прошлом бою. Противник понимает, что он без кнопок и отходит. Я пытаюсь его догнать, но решаю прежде подхилиться, хотя стоило попробовать догнать и добить. После подхила блинкуюсь через ловушку и прожимаю бег. Противник сдает в ответ свой и убегает. Как только вижу, что он начал регениться, возвращаюсь на исходную точку. Противник, отхилившись, возвращается к нам и пытается спровоцировать нас. Часто такое бывает. Не ведемся и стоим на месте. Какая нам разница, что он там думает или хочет? У нас свои цели. Покерфейс и ждем, снова разводя его на действие после его артиллерии.
Противник прожимает сапоги и думает прорываться сквозь ловушки. Я сдаю свою Е, вновь желая подловить его на том же месте. Оппонент сдает свою Е, благодаря чему останавливается и точно будет приморожен ветром. Еще и лава от второй ловушки разлилась под ним. Я же увернулся от его Е. Он сдает клирика, а после и обратку с охотника, благодаря чему я решаю отрегениться с куртки и идти за ним. А оппонент совершает ошибку и забегает в тупиковую комнату, из которой так просто не выбежать, ведь на выходе из нее будет ждать ловушка. Минуя ловушку, прожимаю сапоги и отправляюсь за противником. Обмениваемся парой куханов, я вновь сдаю Е и стараюсь сбить ему артиллерию блинком. Безрезультатно. Продолжаю накидывать куханы. Фаер прожимает бег, регенит тем самым себе немного хп и пытается убежать, но там ловушки и деваться ему некуда. После ловли моего кухана сдает свою Е и падает на коленке от ловушки. ГГ. Далее примеры боев с разными видами оружия под фоновую музыку.
see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loot, this a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. This a war zone. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back. You been stacking, see you flexing with the thin stack. Hey, you been whacked. I kill 'em all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud, where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Yo, this a war zone, homies. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the trouble with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, какие у вас забавные бои на фростах случались в Караптах. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!